Здравствуйте, многоуважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы будем делать хасып. Хасып — это ливерная колбаса с рисом, очень распространенная в Средней Азии. Дополнением к хасыпу мы приготовим отварное тесто. Именно так подают это блюдо в некоторых семьях Кыргызстана и Казахстана. Итак, приступим. Для хасыпа нам понадобятся внутренние органы молодого барашка, а именно легкие, сердце, а также селезенка. Также нам понадобится 200 грамм дробленого риса, 2 зубчика чеснока, 1 головка лука, 100 грамм жира, 2 чайные ложки молотого кориандра, 4 чайные ложки соли, а также 2 чайные ложки черного молотого перца, а также кишки. Кишки молодого барана, очень хорошо промытые и чистые. Излишки жира, которые были на кишках, я срезал и буду добавлять в хасып. Первым делом нужно промыть сердце от излишков крови, а также срезать жесткие части сосудов. Зачищенное сердце нарезаем на небольшие кусочки. Селезенку делим напополам. Теперь будем зачищать легкое. Удаляем ненужные сосуды, а также трахею. Срезанные трахею и сосуды я в хасып не добавляю. Они очень жесткие и будут очень долго вариться. Легкое также нарезаем на небольшие кусочки. Заготовленный ливер мы пропустим через мясорубку. К приготовленному фаршу из ливера теперь мы будем добавлять жир. Для этого 50 грамм курдюка нарезаем на мелкие квадратики. Точно так же мелко мы будем нарезать жир, срезанный с кишок. Теперь к фаршу добавляем заранее замоченный в горячей воде дробленый рис, а также нарезанный мелким кубиком лук и 2 зубчика чеснока. Засыпаем соль, черный молотый перец, а также молотый кориандр. Начинаем хорошенько вымешивать фарш. Фарш нужно вымешивать до тех пор, пока он не получит однородной консистенции. Фарш готов. Переходим к наполнению кишки. Для того, чтобы удобно наполнять кишку, я использую воронку с широким горлышком. Вот такими нехитрыми движениями я буду наполнять кишку. Излишки фарша, которые скопились в одном месте кишки, я проталкиваю дальше. Очень плотно набивать хасып ни в коем случае нельзя.
Нужно учитывать наличие сырого риса в фарше, который в процессе варки будет набухать и увеличиваться в размерах. Набив кишку фаршем, перевязываем ее с двух сторон. Теперь, работая руками, распределяем фарш по кишке. Распределив фарш, перевязываем второй конец кишки. Перекладываем хасыб в глубокую посуду и заливаем холодную воду. Ставим кастрюлю на газ и на среднем огне варим хасыб ровно 1,5 часа. Также заранее нужно в кишке сделать отверстие, чтобы в процессе варки она не лопнула. Пока хасыб варится, займемся приготовлением теста. Берем 300 грамм муки и, постепенно добавляя подсоленную воду, замешиваем очень крепкое тесто. Приготовленное тесто убираем отдохнуть на полчаса. Хасыб варится уже в течение 40 минут, и мы периодически убираем пенку, образованную на поверхности воды. Пока хасыб варится, а тесто настаивается, приготовим луковый подлив. Для этого мелко порезанный лук и чеснок перекладываем в глубокую посуду. Заливаем сверху приготовленным заранее бараньим бульоном, а также засыпаем черный перец. Все хорошенько перемешиваем и ставим томиться на газ на медленный огонь, для того, чтобы лук стал мягче. Через полчаса нужно еще раз хорошенько промять наше тесто. После чего тесто убираем отдохнуть еще минут на 15-20. Через 1,5 часа хасыб готов.
Выключаем газ и оставляем хасып остывать. Пока хасып остывает, займемся раскаткой теста. Периодически подсыпаем муку, раскатываем тесто в тонкий пласт. Особо красиво раскатывать тесто не нужно, мы все равно его будем нарезать. Самое главное — раскатать тесто толщиной не менее 1,5–2 мм. Если тесто будет тоньше, то в процессе варки оно превратится в кашу. Также придать нужную толщину тесту можно, растянув его просто руками. Теперь приготовленное тесто нужно порезать. Режем тесто на полосы, а далее на широкие ромбики. Порезанное тесто оставляем подсохнуть в течение 10–15 минут. Варить тесто будем в заранее приготовленном бульоне. Для этого я взял 2 сухожильные голени и варил их вместе с луком, солью и черным перцем в течение 2 часов. Подсушенное тесто варим в бараньем бульоне до готовности. Приготовленное тесто выкладываем на широкое блюдо, сверху подливаем лука, а также выкладываем хасып. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик. Пока!